Привет, меня зовут Антоха. Я приехал в Японию узнать что-то новое о Токио, о музыке, о себе. I'm sorry. 10 tapas over 1. Yes? 大麻はとても役に立つ。大麻はこの国をもっと良くする。みんなの健康にも良くして。大麻は悪くない。Умотан или размотан, Япония или не понял я, свет от ларьков диктует нам не в барахолке радость. Арикато, спасибо, братец, по полкам счастье, добро, любовь, горечь, сладость. Всюду пехом диктует электронный мир, кругом централ, голод, души оврал или дорога к терпению. Прошел кипу километров, устал от шума. Хочу
на море. Уединиться не удалось. Мне стало интересно, среди такого количества шума, звуков и музыки, что нужно делать, чтобы быть услышанным, сколько всего нужно уметь, чтобы выделиться и стать, например, суперзвездой. Ответ пришел вместе с Катей. Но представь, что в Японии, если мы возьмем поп-культуру, и ты артист, у тебя нет возможности писать свои тексты, за тебя пишут все, за тебя придумывают все. Когда ты встаешь, когда ты ешь, о чем ты поешь, как ты выглядишь, как ты танцуешь, ты не можешь ни с кем встречаться, не можешь никуда ходить гулять. То есть как бы вот этот образ, который показывают людям, он должен быть настолько чистый, настолько он высчитанный математически, ну, для того, чтобы получить максимальное количество прибыли, да, и ажиотажа. Поп-звездам здешним не завидую. Себе не принадлежат, музыкой им заняться некогда. А без творчества Ты больше не как? слышишь никак, не знаю, 80% музыки, которая японская, современная, которую ты слышишь, артисты, которые там собирают стадионы, не представляет собой в музыкальном плане вообще ничего. Катя приехала в Японию 4 года назад, пишет музыку в основном абстрактную, ритмичную, про одиночество. Оказалось, что местная молодежь, как и в России, любит все американское. Я спросил у Кати, а как в Токио обстоят дела с рэпом? Бессодержательная пародия на то, что происходит в Штатах. Японцы не говорят по-английски, мало читают книг. И живут с родителями, они не знают про гетто, о котором поют их американские кумиры. Они хорошо сымитировали вот этот поверхностный флекс, который мы наблюдаем в американской культуре, а смысла и глубины там мало. Ничего нового. Все как дома. Каждый пытается кем-то быть. Рэп по линеечке – это не гетто, а золотая клеточка. Как я понял, Токио – город потребления. Он сам заставляет тебя что-то хотеть. И вот ты желаешь что-то сделать, но время не твое. По уголочкам мечешься, куда-то зачем-то бегаешь, ездишь. А хозяин есть не ты. Кругом добра море. Не утонуть бы в нем лицом, душой и телом. Не рисует меня, как не видела. Жизнь моя приземленная, счастье дня от труда, что посвятил я для себя, друзья. Прошу прощения, парень, не получается. Система ниппель. Пас налево, пас направо, малышка, видели люди рядом. В мире большом ценится стран, кто пределел в своем дом. Всем желаю
Так же, как на окраинах Москвы, предавшись музицированию, я шел по городу навстречу к людям. Посчастливилось. Заговорил с гражданином из Японии. もう本当に意味が変わってしまうのね。もっとすごいのはね、私たち走れとるいかほがらかに。Гражданка Миюки уже 46 лет держит свой маленький бар на старинной улице Голден Гай. Здесь она живет, тут ее дом. Я рассказал о своем. Такие у нас дома. Вот такая вот у нас зима. Такие у нас водятся птицы. Голубь. Моя подружка сделала фотоаппарат из гипса. И я его засунул в тапочек. У меня была мышка, я ее прозвал Пашок. Мышка. Диски, музыка, русский язык. Как это сюда попало? Как я понял, Миюки посетила Москву в 1976 году, где в театре на Таганке влюбилась в творчество Вадима Козина. Его прекрасный голос, мой единственный мастер. А что за песня-то на шансоне была? Осень. Не знаете, Люба. Люба. Люба, Любушка, Любушка, Голубушка. Мне тебя не силов позабыть. Люба, Любушка, Любушка, Голубушка. Сердцу Люба, Любушку любить. Такие песни мне очень... Тут мы все присели. Миюки поставила свою пластинку. Сложившуюся атмосферу я решил разбавить своей песней. Но я же не Вадим Козин. Миюки поблагодарила меня, и мы попрощались. Мне все кажется, что ты ушел куда-то ненадолго, и сейчас вернешься вновь. А мне ее песня понравилась. Всюду сложилось впечатление, что они все японцы. Просто ангелы, добродушные, что-то говорят полумяукающим образом, улыбаются и кланятся. В России такого нет. В районе Сибуя людей море, буря, прохожих, милиционеров, торговцев и музыкантов. Я познакомился с легендарными пацанами. Так говорят их коллеги и информаторы. Басист Кен, Хидеро Нисиока на перкуссии и Саро чечеточник или тэп-дэнсер на иностранный манер. Саро – удивительной простоты человек. Я узнал, что когда-то он поставил все тэп-танцы в фильме «Затоичи» Такеши Китано. Это ли не встреча? Всегда думал, и на сегодня подтверждаю слова. Самый лучший вид общения – музыка. Это легкий способ выработки той самой энергии. А вот газ, 220, бензин. Увы, вы один. Один в поле не воин, а поле наша возможность – любить. Недалеко шагая по Сибуя, меня пригласил в гости заслуженный, скажем так, почетный экспат Филиппов Роман.
Рома делает какие-то очень классные синтезаторы. А классные они ровно потому, что Depeche Mode, Nine Inch Nails, Coldplay, Pink Floyd, Aphex Twin, J.J. Abrams и Ханс Циммер любят синтезаторы, которые Рома в своей мастерской спаял и сконструировал. Но заинтересовало меня вот что. Эта его творческая идея родилась не в центре, не в бурлящем Токио, а на самой окраине. Это не окраина, это всего лишь 2-3 станции отсюда, но там жизнь меняется кардинально по сравнению с Шибуей. Тебе не кажется, что ты в Токио, тебе кажется, что ты в какой-то тихой деревушке, и уклад здесь такой, как был 100-200 лет назад. А могла бы родиться данная творческая идея здесь, в центре Токио? Мне кажется, нет. Иногда нужно приехать на тихую улочку, где сидит дедушка, которому 102 года. У него растет хурма, и он подстригает газон. А потом приходит к тебе вечером и говорит: а у меня хурма созрела, и переносит тебе эту хурму. А потом ты возвращаешься в свой садик, садишься там и получаешь вдохновение от этой тишины, от того, что так было 100, 200, 300 лет назад. И, в принципе, наверное, так будет здесь всегда. И вокруг уже могут летать будут какие-то машины на воздушной подушке, но дедушка все равно будет эту хурму делать, как бы, и подстригать свой газон. А я, в принципе, считаю, что Япония и в целом Токио — это скорее деревня 3-го тысячелетия, чем город 3-го тысячелетия. Информационный шум засоряет, но со временем мозг учится это отфильтровывать. И остается лишь энергетика, которая тебя подпитывает. Напитавшись этой энергетикой сполна, скажем так, я сублимировал. Сейчас, секундочку. Там будет 2 повтора. Токио, Токио, город, сказка. Любви всем. Всем, 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 всем. Токио, Токио, город, сказка. Пишите письма. Оказаться в Токио для меня было диковинкой. Про город, про Японию мало что знаю. Я здесь ни разу не был, да и не думал, не гадал, что окажусь. И вот, в принципе, все, что мог почувствовать, получил. Эту деревню 3-го тысячелетия, людей, которых встретил я, буду вспоминать и только добром, и только здоровьем, и только счастьем. А тем, кто соберется в путь, дорогу, жить под японским флагом, желаю одного – бдите, не теряйте свое лицо. Токио, Токио, город, сказка, песня, люби всем, 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 всем. Токио, Токио, город, сказка, пишите письма, мира всем, 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 всем. Токио, Токио, город, сказка, песня, люби всем. Всем, 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 всем. Токио, Токио, город, сказка, песня, мира всем. Всем, 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 всем. Токио, Токио, город, сказка, песня, люби всем. Все получилось.